Вот и начинается мой следующий денечек. Только что выехал от ребят Crazy Troll. Очень тепло приняли. Вчера до часа или даже до 1:30 ночи сидели, болтали, общались. Накормили вкусным ужином. Очень здорово. Сегодня завтрак с картофельными лепешками. Лампен или люмпен. Ну и вот, я еду дальше. Опять эта шикарная дорога через островочки. Ну, вроде погода более-менее сегодня предстоит в течение дня. Где-то на каком-то отрезочке будет дождик небольшой, но в целом норм. Вон там тоже еще один мост, тоже красивый, очень прикольно. Ладно, едем. Ничего себе, туннель как уходит вниз. Этот туннель, оказывается, под водой идет. Понятно, почему он шел сначала вниз 7 градусов, а теперь наверх поднимается. Мы под воду опускались, теперь поднимаемся. Блин, как мне от этой фуры не избавиться? Все у норвегов сделано для того, чтобы плестись без возможности обогнать. Если вот так вот встрял, то встрял. И эта разделительная полоса можно было бы... О! Отлично. Наконец-то свобода! Ура! Вдоль горной речки какой-то еду. Ну да, вот она, дорожка так вся идет вдоль этой речушки. Приятная извилистая дорожка. Немножко только начал подмерзать. Надо, когда буду остановку делать, одеться будет потеплее. Вроде и холодно, но останавливаться лень. Какой вид. Красота. Так, ну что, судя по всему, скоро у меня должен быть этот аэропорт. И после этого аэропорта, сейчас мне тут ребята подсказали, через 2 километра какая-то очень интересная деревянная церковь. Старая деревянная. Вроде как одна из самых больших в Норвегии. Смотрим, если я ее не проскочу и увижу, то сделаю там остановочку, сфотографирую. Там как будто бы какой-то дождик намечается. Небольшой. Да, подмерзли что-то основательно. И все никак не хочется останавливаться. Хочется доехать до этой церквушки и там уже остановиться. Да, солнышко бы не помешало, конечно. Если бы еще солнце в глаза не слепило, было бы совсем здорово. И вот она уже виднеется. Да, симпатичная такая. Сейчас подъеду к ней. Сколько здесь мотоциклистов. Прикольные водные пороги. Клево.
Так, это все здорово, но то, что дождик начал капать, я же совсем забыл, что у меня новый сетап камеры и микрофона, и она перестала, соответственно, быть водонепроницаемой, потому что там подключается через USB-порт, заглушку приходится снимать для этого, но пока такой еще меленький, наверное, терпимо. Что-то грустно, придется, наверное, если не снять GoPro, то как минимум отключить все микрофоны, поставить на место заглушку, чтобы вернуть водонепроницаемость. Впереди через 30 километров у меня симпатичная дорога намечается. Ну так, она местами какие-то просветы есть, местами затянута. Может быть, туда, когда доеду, как раз вот там просвет какой-то есть, может быть, там будет по суше. Посмотрим. Ну, по крайней мере, тучки хоть имеют место быть, но видно, что они не сильно нагруженные, не тяжелые такие грозовые облака, как бывает, что ты понимаешь, что это будет ливень. Пока только дождевик куртку одел, не стал ни штаны, ни бахилы, хотя такое ощущение, что ботинки потихоньку начинают намокать. Да, уже мокрые. Бахилы стоило одеть. Может, еще не поздно остановиться где-то. Честно говоря, не помню, что там в гостишке. Будет ли у меня там фен, чтобы хоть как-то просушиться потом. Но у меня вторые ботинки есть еще с собой тоже. В последний момент взял. Смотрел, что у меня вещей в Норвегию мало собралось. Места в запасе много. Думаю, ну кину ботинки, хуже не будет. Храняк одену те, но те мне чуть менее удобные. Такая вот погодка. Все-таки не выдержал, одел бахилы. Не нашел нигде никакого укрытия. Там обычно или где-то под мостом, или на заправке и так далее. И ничего не попалось такого, уже не стал ждать, остановился просто одеть. Когда еду, вода не попадает сюда на телефон, то есть, получается, обдувает. Ну, если дождь не сильный, вот такой, как сейчас. А вот пока стоял, накапало на телефон и выключил сейчас. Пускай едет, сохнет пока что. Про GoPro-шку забыл я опять. Надеюсь, что не зальет ее, не пострадает она. Вот там в лодке тоже кто-то под дождик попал. Но явно они к этому были готовы. Все в дождевиках там. И сильно их не парит дождь, я смотрю. Красота всегда мне нравится, когда вдоль воды едешь. С одной стороны скалы, с другой стороны вода. Как бы идеальное сочетание. Глаз радуется всегда от такого вида. При лучах солнца это все намного красочнее, красивее смотрится. Блин, этот кемпер сейчас всю картинку загородит. И явно его сейчас обогнать будет возможность. Не, ну, конечно, тут был просвет, но тут другой кемпер. Бесит, портит весь вид. В этом домике вон, зеленью поросшие крыши. Довольно часто, я смотрю, в Норвегии такое встречается. Ну, видимо, там мох и зеленью крыши поросшие. Ах, какой прудик с фонтанчиком, с мостиком даже. Там столик с стульчиками. Прикольно сделано. Конечно, оттуда на долину не посмотришь, но в целом локация обустроена так прикольненько. Максимально аккуратно, конечно, еду, когда мокрая дорога. Очень уж скользко. И опыт того, как я один раз в Польше разложился просто на маленькой скорости. Из-за того, что дорога мокрая была. Ну, там, правда, было еще что-то разлито на ней. Но я после этого на мокрой дороге включаю режим максимальной аккуратности. И точно там ехал где-то по прямой, разогнался, провтыкал. Начало резкого поворота пришлось резко оттормаживаться. Начал трекшн подрабатывать и чуть-чуть заднее колесо сносить. Ну, так не критично, но заставляет задуматься об аккуратности. Алло. Ну как у тебя дела? Как в лагере? Отдыхаете? Понятно. Я по Норвегии катаюсь. Сегодня в дождик попал. В дождик катался. Ну да, правильно. Хорошо, передавай привет бабушкам. Ну давай, хорошего дня, пока.
Нравится мне, когда вот так вот облачка около гор подвисают, как будто это дополненной реальности картинка какая-то. Прикольно, через какое ущелье эта дорога идет. Конечно, сетки портят вид, но без них никуда. Камни сыпятся иначе на дорогу, я так понимаю, активно. Где-то по Балканам я, когда катался, встречал на дороге упавшие камни пару раз. Ну так, не очень приятно, когда ты летишь и из-за поворота выходишь, и там где-то камушки. О, какая стена из скал. Смотрится эпично. Ну вот, когда я практически закончил проезд по самому красивому сегодняшнему участку дороги, ну, скажем так, не самому, а одному из того, что на сегодня было, конечно же, у нас просвет. Вот уже и сухая дорога, уже совсем другое дело. Ух ты, еще один шикарный вид. Какая красота. Мост внизу. Вообще в Норвегии очень красивые мосты, я смотрю. Это можно понять. То количество мостов, которые они вынуждены строить. Тут построено какое количество. Понятно, что они уже тут руку набили на мостах. И уже примострились их делать очень и очень симпатичными. Так, а вот этот грузовичок перед носом уже совсем не симпатично. Я так понимаю, что его в ближайшее время будет обогнать не так и просто. Но мы попробуем. Нет, тут мы не будем пробовать, тут не видно. Придется ждать окна, придется ждать окна. Домики у нас тоже все как на подбор. Никак. Есть. И еще вот этого мы тоже сможем заодно обогнать. Раз мы тут пошло. Вот еще бы эту телегу. Получится? Получится. Эх ты, ёхади, опять эта разделительная полоса идиотская. Еще тормозят. Залипательные виды. Красавец. Стояли на светофоре, этом строительном, как обычно бывает. Я думаю, что так долго? А потом навстречу выехал вот этот леди-билл, который еле плетется. И все, соответственно, точно так же плетутся за ним. Он развернулся, и теперь мы за Леди Биллом едем. Видимо, чтобы ехали медленно все. Такой себе вариант, конечно. Первый раз я сколько езжу, везде такое встречаю.
И главное название четкое — Леди Билл. Ну что ж, ладно, потошним. Все, вырвался от Леди Билла. Но нет худа без добра. Зато сейчас я знаю, что довольно приличный участок передо мной точно не будет ни одной машины. И это прекрасно, потому что можно ехать и наслаждаться видами. А наслаждаться тут есть чем. Но не сказка ли? Просто кайф. Вид на горы, зелень. А вот еду, меня не покидает мысль, что ну вот даже вот сейчас по первым дням я могу сказать, что мне Норвегия нравится намного больше, чем Австрия. Как бы не были знаменитые хваленые Альпы, но нет, мне все-таки вот такие виды ближе. В этом что-то есть. Да и, честно говоря, Норвегия сами по себе, то есть пока что приятное впечатление. То есть то, с чем я сталкивался, как на дороге себя ведут и так далее, да, то есть, ну, плюс-минус адекватно, да, то есть это, конечно, в сравнении там с какими-нибудь австрийцами, которые на дороге полный пиздец и идут абсолютно вразрез с моим представлением о вождении. Норвегия плюс-минус нормально. Да, тоже не все пропускают, не все уступают, но такого, как в Австрии, что повально там тошнят на дороге и не дают ни прохода, ничего, как бы, но такого тут нет.